Всем привет! С вами Алла. Давайте посмотрим, какая женщина с вами хочет и ждет свидания. Итак, перед вами две колоды. Выбирайте свой вариант. Это будет первый, это будет второй. Кто у меня впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И открываем сигнификатор аркану Луна. Так, по аркану Луна что-то у вас никак не может сложиться. Первый вариант подойдет для тех, кто или никак не может встретиться, или между вами какие-то игры в молчанке. Это когда один думает, давай ты будешь мне писать, а второй думает, нет, давай ты мне будешь писать. По аркану Луна очень часто отыгрываются люди, которые, знаете, как сами не знают, чего не хотят. И по этой причине они могут молчать, не выходить на связь, отправлять иногда какие-то картинки на праздники в смс-ках. Такое, знаете, как детский сад какой-то. Так, что еще между вами происходит? Это может быть какая-то ваша бывшая коллега, бывшая напарница, может быть какая-то женщина с каких-то курсов, с какого-то сообщества, где вы раньше, не знаю, может быть какой-то клуб по интересам, скажем так. И вы там могли с ним пересекаться раньше. Так, а чего ж так у вас все не срасталось? Вот смотрите, первый вариант. Здесь про то, что с одной стороны вы этой женщине всегда очень нравились. С другой стороны, почему-то ничего у вас не получалось. Такое ощущение, как будто ваша жизнь все время разводила в разные стороны. Например, вы познакомились на работе, и потом или вас, или ее, вас там перевели в другой офис. Или вы познакомились на проекте, и там этот проект через месяц закончился. То есть вы только начали понимать, что между вами есть какая-то искра, как уже все закончилось. Как возможность видеться, она исчезла. Или другой вариант. Вы могли познакомиться, и через какое-то время кто-то уехал в другой город или в другую страну. Или, может быть, еще как вариант, кто-то кому-то является, например, юристом, адвокатом, нотариусом. То есть вы как бы иногда можете встретиться по работе, но пока что нет каких-то зацепок для завязывания личных отношений. То есть женщина не может вам в лоб сказать, что ты знаешь, ты мне симпатичен, или там пойдем на кофе. Потому что есть некая рабочая субординация между вами, и она это понимает, что вот просто так я не могу тебе предложить пойти на свидание, потому что вот какие-то у вас тут такие достаточно серьезные рабочие отношения. Поэтому, ребят, здесь может быть все что угодно, но однозначно есть между вами какая-то субординация, которая не позволяет просто взять и легко сходить на свидание. Периодически вы видитесь, но, скорее всего, видитесь по работе, либо по каким-то делам. Женщина очень сильно, на самом деле, напрягается по этому поводу, потому что здесь хотелось бы от вас
какой-то активности. Да, видите, аркан колесница. Сама она боится проявляться. Вот опять же. Опять же, здесь про то, что в каком-то она таком положении странном. Может быть, это действительно какой-то специалист, к которому вы обращаетесь по работе. И ей как бы необходимо держать лицо, вот это рабочее. И она боится, знаете, как вот есть в некоторых компаниях, там, где запрещено категорически, там прям увольняют, если вы заводите романы на работе. Может быть, вот этот вариант, что действительно вот категорически нельзя к своим клиентам проявляться. Может быть, вы ее клиент. У кого-то отыграется, что она ваша клиентка. И она понимает, что она вот из этой роли не может выйти. Поэтому, ребят, здесь играет большую роль страх того, а что вы о ней подумаете. Тут не важно, она ваша клиентка или вы ее клиент. Здесь суть в том, что женщину очень волнует, как вы воспримете ее предложение про свидание. Вот как раз в разрезе ваших рабочих отношений. По этой причине здесь женщина ничего не будет делать, потому что вот она очень сильно боится то ли репутацию свою испортить, вот что-то вот в таком формате. Да, она боится потерять, знаете, как уважение в ваших глазах, в своих собственных в том числе. Поэтому здесь речь про то, что вот если бы он сам как-то корректно начал проявляться по отношению ко мне, то я бы ему ответила взаимностью. То, что вы этой женщине нравитесь, у большинства отыграется, как действительно вы ей симпатичны, как мужчина. Не забываем, что это общий расклад. Понятно, что не у всех это срезонирует, но если вы сами видите, и эта история с вами резонирует с вашей реальной жизнью, то вы сами же видите, что вы этой женщине нравитесь. И между вами есть вот эта жесткая субординация. Рабочая, клиентская. Тут надо проявляться. Тут надо проявляться, потому что женщина здесь не будет проявляться при всей своей симпатии к вам. Если же вы сами трусишка, ну тогда выходите ко мне на личное гадание и уже конкретно посмотрим вашу личную ситуацию и посмотрим вашу конкретную женщину, в которой вы сомневаетесь, есть у нее к вам чувства или нету. И вот на личном раскладе уже тогда мы точно поймем, что у нее к вам, есть ли чувства и как лучше себя вести, чтобы, как говорится, и не обломаться, и войти в эти отношения. Мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Так, переходим к двоечкам. Двойка жезлов. Здесь новое знакомство. Вот она, королева жезлов. Каштановый цвет волос или рыжий. Высокая, стройная, очень такая харизматичная, яркая, ухоженная барышня. Может быть, как раз какая-то ваша соседка, может быть, по этой карте. Может быть, соседка из вашего двора, не обязательно прям с вашего парадного или с вашего этажа. У кого-то может отыграться, что это подруга вашей, например, жены. Может быть, даже бывшей жены, или там, может быть, расклад общий. Поэтому у кого-то отыграется и подружка вашей нынешней жены.
А у кого-то может отыграться что-то подружка вашей бывшей жены или какой-то вашей бывшей просто женщины, с которой вы были в отношениях. Это женщина, которая имеет отношение, скажем так, к вашему близкому кругу общения. Может быть, сестра вашей бывшей, или там сестра жены вашего товарища. И вы периодически с ней пересекаетесь где-то там на каких-то совместных праздниках, посиделках и так далее. Женщина, в принципе, давно на вас глаз положила. Карты говорят, что вы тут нравитесь давно. Ты сама как-то проявлялась? Нет, не проявлялась. А почему? Слишком гордая. Двоечки. Здесь женщина, которая, ну такая, знаете, вот у нее может быть такое представление о жизни, что женщины первые не знакомятся. Сколько людей, столько и представлений о том, что такое хорошо, что такое плохо. Есть мужчины, например, которые считают, что вот они не хотят ни с кем знакомиться, пусть с ними знакомятся. Но это как бы более смешно, чем когда женщина боится и прикрывает это тем, что ну, это неправильно, вот, чтобы она там сама знакомилась. Ну вот в данном случае здесь женщина такая, знаете, вот как в 17 веке, когда это признаком хорошего тона считалось, что мужчина первым знакомится с дамой. И признаком дурного тона считалось, когда женщина первая знакомится. Понятно, что мы не в 17 веке, но вот у женщины здесь вот такого похожего плана мышления. Что если она первая начнет к вам, как говорится, подбивать клинья, то в ее представлении это плохо ее опишет как женщину. Ну, то есть ей кажется, что если она первая будет знакомиться, вы подумаете, что она там какая-то легкомысленная, хочет несерьезных отношений, вот в таком формате. Ну, вот такие вот взгляды у человека. Устаревшее, не устаревшее, тут, как говорится, не нам решать. Каждый человек – это отдельная вселенная. Да, здесь женщина про то, что, знаете, вот она здесь может верить в судьбу, она здесь может считать, что, ну вот если ты мой мужчина, то никуда ты от меня не денешься. Сам проявишься, сам почувствуешь. Кстати, у вас с этой женщиной могли быть какие-то немножко странные такие загадочные обстоятельства. Это когда, например, вы, не знаю, там, может быть, застряли в лифте вдвоем, ехали на мероприятие, например, там, не знаю, на шашлыки, и где-то там вот застряли в лифте, пока вы ехали к остальным гостям. Или там все гости разошлись, вы вдвоем остались. Ну, как, знаете, вот как будто вас жизнь все время как-то сталкивала друг с другом лбами, наедине оставляла. Или была там какая-то вечеринка, например, и именно вас двоих отправили в магазин за вином, ну, либо еще за чем-то. То есть как будто вот жизнь вас периодически сталкивала вдвоем, чтобы вы остались вместе. Поэтому подумайте про это, и если этот общий расклад с вами срезонировал, и это действительно у вас вот так проявлялось, то воспринимайте это как знак. Знак того, что не случайно Вселенная вас сводит с этой женщиной наедине. Не случайно Вселенная почему-то вас сталкивает с ней лбами. То есть для чего-то она вам нужна.
какие у нее к вам чувства? Боится она вас. Да, скрывает свои чувства. Вы знаете, тут еще может быть такой момент, что либо это жена вашего друга, даже, может быть, они развелись, но она боится какого-то вашего предвзятого мнения, предвзятого отношения. Ну вот у мужчин есть такое, что это жена моего друга, даже если это бывшая жена моего друга, ну как бы я ее воспринимаю исключительно как жену моего там друга, я не могу на нее смотреть как на женщину. Даже если они там 10 лет уже не вместе. Ну вот плюс-минус вот так может здесь быть. Расклад общий, напоминаю, поэтому у вас может быть какая-то другая трактовка, другая интерпретация. Но суть здесь в том, что женщина вот как бы боится какого-то вашего предвзятого отношения к ней. Может быть, у этой женщины не очень чистое прошлое, и вы что-то знаете про нее. Может быть, там по юности ее где-то носило. И она знает, что вы об этом знаете. И поэтому она понимает, что если она будет сама активно проявляться, то вы можете вот точно про нее подумать не то, что надо. Поэтому здесь женщина про то, что лучше все-таки давай ты сам. Потому что так я точно буду понимать, что я тебе нравлюсь, чем ты обо мне будешь думать предвзято. Я еще обломаюсь, и я еще не понимаю, как ты ко мне относишься. Поэтому здесь вот такие страхи мучают эту женщину. Вот таким, девочки, был ваш расклад. Кто себя узнал, кому понравился расклад, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Для заказа личных гаданий мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Звонки я не принимаю, только переписка. Имейте это в виду.